Денис вернулся в этом году и провел все два армфайта. Один выиграл, один проиграл. Почему мы его же хороним? Наш великий Ларат смог выиграть у Тадзилы, у человека из другой весовой категории. Так он смог выиграть у Тадзилы только благодаря своему безумному кингсмуву. Почему мы не похоронили Эрнеста Гаспарини, который ничего не смог сделать Ларату? Не можем не спросить вас про борьбу Ибрагима Сагова. Наши подписчики пишут, что борьба Ибрагима, мягко говоря, нечистая. И если бы судьи выставляли его строже, то ему сложнее было бы сходить. Борьба Ибрагима Сагова, Ибрагим Сагов. У меня к судьям претензия в том, что раз было так много апелляций, которые вы вынуждены были удовлетворять, это вы допускали ошибки. Может ли на левую Ларат что-то поставить Лалитину в случае их борьбы? Недавно Ларат боролся с Яблонским. На левую я считаю, что, наверное, нет. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и офлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Как посчитаете, Денис Цыпленков сможет выйти на пиковую форму, если учесть, что он моложе Ларата, или все дело в стволовых клетках, или у Дениса сказываются травмы, износ здоровья? Ну, знаешь, такой, опять же, момент. Денис вернулся в этом году и провел все два армфайта. Один выиграл, один проиграл. Почему мы его же хороним? Почему мы его хороним? Вот я помню время, я помню тот год, когда на турнире Лиги WAL наш великий Ларат смог выиграть у Тадзилы, у человека из другой весовой категории. Так он смог выиграть у Тадзилы только благодаря своему безумному кингсмуву. То есть он тогда вообще бороться не умел. Шаг за шагом, турнир за турниром, он сделал свою форму. Это был не один год. Денис провел за полгода два армфайта, один из которых выиграл, и мы его похоронили. Давайте похороним. Почему мы не похоронили Эрнеста Гаспарини, который ничего не смог сделать Ларату? Действительно, справедливый вопрос. По сути. Да. Один поединок. То есть, опять же, если бы Денис, Денис, прости меня, если бы он не совершал определенных ошибок в подготовке, если бы он подготовился реально круто и проиграл, то есть он сделал все, как нужно сделать, и проиграл Ларату. Вау. Денис не уделял должного внимания атаке, кисти, то есть атакующему движению, и проиграл. Он отработал в зале на 70% и проиграл. Человека, который отработал в зале на 100%. И все. Но опять же, это и второй армфайт всего лишь. Дайте ему еще время-то. Чуть-чуть-то. Ларату уже дали. И опять же, давайте вспомним Ларата 2-3 года назад. На него вообще никто не ставил. А Денис, он человек с бэкграундом, да, он суперчемпион. И он должен сразу всех выигрывать. Не бывает такого. Не бывает. Поэтому с Денисом все хорошо. Он тренируется, выступает, борется, и борется неплохо. И даже если мы видим поединок Ларата и Дениса, мы понимаем, что Ларат контролировал процесс так, что он... было видно, что он понимал, что если он чуть-чуть даст Денису завернуть в крюк, все. Это без вариантов для Ларата. То есть это не был поединок в одни ворота.
Это был контроль полный, то есть у Ларата была возможность контролировать Дениса, чтобы Денис не зашел в свои сильные углы. И в отличие от других армфайтов, Ларат даже не рискнул попробовать побороться в сильных углах Дениса. Да. Он молодец, да, но опять же, говорю, у Дениса все хорошо. Он планомерно идет вперед, не так быстро, как мы хотели бы, может быть. Но это уже наша проблема, не Дениса. У Дениса все нормально. Опять же, он уже там, наверху. То есть наверху там много людей сейчас. Морозов, опять же, друзья, Морозов проиграл Цветкову. В одни ворота проиграл. Мы же его не похоронили. Мы считаем, что Артем Морозов один из лучших тяжеловесов молодых планеты, который в будущем может быть самым-самым крутым. Каждый из нас может проиграть. Каждый из нас проигрывает. То есть это нормально, это спорт. Если Денис проиграет 3 армфайта подряд, тогда да. Пока такого не случилось. Поэтому бить в набат еще рано. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важным было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Не секрет, что в нашем виде спорта идет очень сильная нагрузка на суставы и сухожилия, возникает ноющая боль. И без спортивного питания здесь не обойтись. Предлагаем вам коллаген от немецкого бренда спортивного питания Magic Elements. Коллаген – это один из наиболее распространенных белков в нашем теле. Он содержится во всех соединительных тканях, сухожилиях, связках, костях, коже, стенках кровеносных сосудов и мышцах. Использование коллагена от Magic Elements, особенно в период тренировок, способно надежно защитить ваши кости, суставы и связки. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию. Такие как креатин, протеин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Заказывайте на маркетплейсах Wildberries и Озон. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Итак, не можем не спросить вас про борьбу Ибрагима Сагова. Наши подписчики пишут, что борьба Ибрагима, мягко говоря, нечистая. И если бы судьи выставляли его строже, то ему сложнее было бы заходить. Борьба Ибрагима Короче, Сагова, Ибрагим если Сагов. бы там судьи. Пришел старичок Тадзила. Пришел и выиграл. И плечо не помешало Сагова, ничего не помешало, против Сагова. И был турнир, как у нас, 4-й турнир Лиги АМС был в Красноярске, где Сагов стал, если не ошибаюсь, 3-м, да, каким-то там стал. То есть, я здесь очень много вопросов, да, там судьи, судьи всегда плохие. Прошел поединок на King of the Table Валерия Чеботару и с этим Сликингом. Судьи плохие. Да не судьи плохие. Валера был не готов. И в моем разумении... Валера прям очень рядом показал. был. Тот же самый Георгий Таутиев, он показал, как нужно выигрывать Сагова. Но глобально, у них получился маленький армфайт в финале. И вот в этом армфайте не судьи помогли Сагову выиграть. Таутиев не был готов к такой затяжной борьбе с Саговым. То есть победа Сагова – это не работа судей. Да, я к судьям другая претензия. У меня к судьям претензия в том, что раз было так много апелляций, которые вы вынуждены были удовлетворять, это вы допускали ошибки. Потому что если апелляцию удовлетворили, значит, судейская коллегия допустила ошибку. Была первая победа Таутиева, где он не дотянул. Дали победу, пошла апелляция. И у Таутиева нет. То есть это не вопрос к Сагову. Тут вопрос и к судейству, и к форме Таутиева. Много вопросов. Здесь
у нас вот зритель любит найти крайнего и вот этого крайнего объявить виноватым. Опять же, ребят, Сагов приехал на Россию. Там судейство строже, он стал чемпионом России. Он стал чемпионом России после турнира АМС. Значит, что? Значит, Сагов крутой левак? Значит, Сагов сильный рукопрыгц. Если бы Сагов мог выигрывать только там, окей. Нет, Сагов силен. Как ваше мнение о стиле борьбы Сагова и Баркинхоева? Считаете ли вы такую борьбу честной? На этот вопрос только что ответили. Что такое честная борьба? То есть против такой борьбы есть контрприем. Да? То есть когда человек борется в трицепс, главная задача вытащить такого соперника за центр стола, перетащить его в свою территорию. Если Сагов с Баркинхоевым борется с Богословом и борется кость в кость, выигрывает тот, кто хитрее, кто сильнее. Что значит честная борьба или нечестная борьба? Вот парни в этом своем движении сильны. Окей, значит, нужно быть сильнее и их выигрывать, и все, навязывать им свою борьбу. В чем здесь вопрос? Это опять же, что когда, и показал Таутиев. Приходит Ларат, и Ларат борется с прямой рукой. Но у Ларата есть аудитория, огромная фанатская аудитория, которая прощает ему это. Потому что они любят Ларата за другое. И они не пишут каждый день, что Ларат борется нечестно. Хотя Ларат тоже бывает, что борется нечестно. Здесь, наверное, вопрос к Сагову, что Сагов не наработал себе свою лояльную аудиторию, а наработал себе только хейтеров, выигрывая все время Сергея Богослова своей нечестной технике. Сколько уже прошло времени, сколько у нас уже армрестлинг развивается. И мне до сих пор пишут, что бороться всем телом неправильно. Это же борьба на руках. Тогда вообще 90% борется нечестно у нас за столом. И вот этот спор, мне кажется, никогда не прекратится. Этот спор прекратится тогда, когда появится у Сагова жесткий соперник, когда Таутиев сейчас чуть потренит, вот чуть-чуть еще, и вот он им шансов не будет оставлять. Просто будет оставлять шансов войти в их сильный угол. Ни Адаму, ни Ибрагиму. И все, и вопросов не будет. Или свою технику подкорректирует Сергей Богословов. Что? Сергею по силам бороться. Просто опять же, давайте сами проанализируем. Что поменялось в технике Сергея в борьбе с Богословом? Возьмем первый турнир. И что? Не поменялось ничего. То есть, появилось какое-то новое движение, новое направление, в котором Сергей Богословов попробовал переломить ход этой борьбы. Нет. Сергей становится сильнее в том, что он делал всегда в одном движении, и в том же движении становится сильнее Ибрагим. И они кость в кость борются, и ничего не меняется. Я уж не знаю, образно говоря, может быть, в какой-то момент стать Хаджи и победить Сагова верхом. Что, опять же, можно сделать, как показал Георгий Таутиев. Георгию не хватило еще силы, то есть у него вырос вес, у него еще нет той силы для того веса, в котором он сейчас выступает. Он завесился с прорезом. Но он показал, что все можно, ребята, выходите и делайте, все можно. Доработает силу, работается вес, и будет делать это легче и в каждом поединке с Саговым. Все. Не вижу проблем. Да, это не может быть неприятная техника, неприятная борьба, но и Тадзила показал, что можно выигрывать, и Георгий показал, что можно выигрывать. Может ли на левую Ларат что-то поставить Лалитину в случае их борьбы? Недавно Ларат боролся с Яблонским. Опять же, на левую я считаю, что, наверное, нет.
Но все будет зависеть от того, в какой форме подойдет к этому армфайту Виталий. Потому что я повторюсь, что такое армфайт? В армфайте выигрывает тот, кто в данный момент сильнее и лучше готов. И мы можем, в любом турнире, не в армфайте, в любом турнире. И вот давайте вспомним с вами первое МС, где Лалитин проиграл Силаеву. Лалитин проиграл атлету, которого он выигрывал в 95% их поединков. И когда Виталий туда ехал, в Грозный, он был уверен в том, что он выиграет. И, насколько я понимаю, настолько уверен, что не приложил нужного количества энергии, чтобы полностью подготовиться. И вот буквально этих 10% ему не хватило, чтобы одолеть Диму, когда он выигрывает. И поэтому, если Виталий перед поединком с Ларато будет на 100% уверен в своей левой и не будет тренироваться по полной, вполне возможно, что он проиграет. Если он приедет готов на 100% на своей левой, я думаю, что его вообще никто не сдвинет сейчас, кроме Артема Морозова. Друзья, не все знают, кто для вас снимает, пишет сценарии и монтирует ролики. Пользуясь случаем, представлюсь. Чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятулин Руслан. Именно я обращаюсь к вам периодически с просьбой помочь мне провести то или иное мероприятие. И благодарен всем тем, кто не игнорирует мои просьбы. В этот раз я вновь обращаюсь ко всем моим дорогим зрителям с просьбой выехать нам с командой на чемпионат России среди инвалидов. На него, если все получится, я планирую еще повезти детей с проблемами со здоровьем. Ну и ваш покорный слуга с супругой тоже попробует завоевать титул главных соревнований года. Помочь нам можно, выслав любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Сердечно благодарю Эрика за озвучку моих роликов. Оставайтесь в этом году с нами, ведь вас ждет еще очень много интересного. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик, и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятулин Руслан. Текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Режиссер и оператор Зинятулин Руслан.